Сегодня мы разберем просто душераздирающую 403 главу моей геройской академии, которая вынудила меня заплакать как от горя, так и от радости, поскольку из мертвых восстал всеми любимый персонаж, состояние которого не показывали на протяжении года реального времени. Ну а что там со все за одного, ведь по результатам последнего опроса Всемогущий должен был его прикончить, так что погнали разбирать эту шикарную главу. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхву Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 403 глава манги моей геройской академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выход глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выход 403 главы. В этот раз после перерыва Хорикоши приготовил нам просто шикарную цветную обложку со всемогущим Деку и Наной Шимурой. Помимо того, что выглядела она очень круто, я был счастлив увидеть официальный покрас бронированного костюма всемогущего, цветовая палитра которого была настолько хорошо подобрана, что этот костюм выглядел невероятно стильно. И хоть я ничего не имею против фанатских покрасок, но большинство из них отталкивались от палитры цветов его прошлого геройского костюма, что выглядело, как по мне, не очень. Но были и колористы, в точности попавшие в яблочко по цветам, и наверняка так же как они, я радуюсь, что официальный дизайн стал именно таким. Но на этом плюшки от автора не заканчиваются, ибо вместе с цветной страницей была выпущена также обложка для журнала Shonen Jump с Мидори полным решимости. Самое то для такой эпической битвы, которая происходит в манге. Сама же глава начинается с воспоминаний всемогущего о его детстве, показывая, как сильно он был увлечен чтением манги Анпанмена со своей матерью, говоря, что его детство было совершенно таким же, как и у остальных детей. Однако, оглядываясь назад, Тошинори понимал, что весь тот путь, который он проделал за свою жизнь, был очень важным. Все это выглядело как предсмертное видение перед окончательной гибелью, подтверждая наши опасения в конце предыдущей главы, что всемогущий пожертвовал собой, нанеся противнику фатальный урон. Еще и глава имеет название «Конец эпохи», что только нагнетает обстановку. Вот только далее мы видим, что ВЗО остался абсолютно невредим. В последнюю секунду он сумел предотвратить взрыв, уничтожив шипами перчатку от бронированного костюма, насмешливо спрашивая свою жертву: «Неужели ты решил умереть как герой?» Злодей наконец-то добился то, чего так долго желал: довести всемогущего, надежду всего мира, до состояния полного отчаяния, полностью наслаждаясь подавленным от безнадежности выражением лица бывшего героя номер один. Более того, отобрав причуду убийцы героев, поглотив кровь Тошинори, он полностью обездвижил его тело для того, чтобы оппонент больше ничего не смог выкинуть. Поскольку ВЗО хорошо усвоил урок, насколько же страшен и безрассудным может быть раненый герой. Параллельно также была показана обстановка с летающей платформой UA, которая после уничтожения дублей Твайсов стабилизировала свою левитацию. И раз дела налаживались, Тобита хотел пойти на помощь всемогущему. Однако ВЗО не позволил ему, заранее накопив заряд и выстрелив лазером прямо по летающей платформе. Целился он прямо по Тобите, но UA-платформа помешала уничтожению цели. Зато теперь ему никто не помешает, поскольку такие разрушения вновь нарушили работу двигателей, и великодушный преступник не мог так просто этого оставить. Помешать злодею убить всемогущего вылетели и американские X-66. Все за одного без труда уничтожил их всех до того, как была отдана команда «Огонь», показывая, насколько все они были сейчас ничтожны
перед лицом короля демонов. Вся эта ужасная ситуация все еще транслировалась по всему миру, и большинство людей, ранее смотревших трансляцию, разделились на два лагеря. Тех, кто принял смерть символа мира и уже больше не склонялся к нему, и тех, кто всеми силами сопереживали Тошинори. Полицейский в этот момент молился, чтобы кто-то спас всемогущего. Даже я в этот момент умудрился 2 раза пропустить скупую морскую слезу, переводя саму главу и уже при написании сценария, поскольку ВЗО не просто лишил его возможности умереть как герой, а полностью уничтожил все его стремления, издеваясь над ним самым подлым способом. Но больше всего было невыносимо больно в данный момент Мидори, ибо сейчас он видел все издевательства злодея, но никак не мог помочь своему учителю, поскольку в таком случае Шигараки наверняка убьет всех остальных его друзей, и эта безвыходность просто разрывала его сердце. Однако после, вдалеке на платформе, нам показывают одного человека, и это был Кацуки Бакуга. Меткий стрелок закончил его восстановление, после чего нам вновь показывают, но уже теперь полноценное название главы: конец эпохи и начало новой, намекая читателям, что даже после смерти всемогущего его дело продолжат другие, демонстрируя, как Бакуга и Мидория принимают его идеи, а сам же Деку, увидев, что его друг жив, смог взять эмоции под контроль и прекратил плакать. Не, ну ребятки, эта глава вышла просто шикарной. Она так сильно берет за душу, что становится действительно сложно держать эмоции под контролем. С одной стороны, очень тяжело смотреть, как ВЗО издевается над всемогущим, а с другой стороны, воскрес Бакуга, возвращение которого мы все так долго ждали. И кто бы что ни говорил, рояль это или нет, но чтобы вернуть жизнь Кацуки, свою жизнь отдал один из профессиональных героев Меткий Стрелок, а поэтому его воскресили не просто так. Пока неизвестно, что будет делать Бакуга, но судя по опросу с прошлой главы, понятно, что были правы те самые 8% людей, участвовавших в этом опросе, а поэтому не упустите возможность принять участие в следующем, который выйдет сразу же после публикации этого ролика. Состояние Кацуки также сейчас нам неизвестно, поскольку есть шансы, что были устранены самые страшные раны, угрожающие его жизни, но также есть вариант, что сейчас Бакуга был полностью вылечен и готов врываться в сражении на полную. Видно, что сейчас он находится в том же состоянии пробужденной причуды, что и при битве с Шигараки, а значит следующая глава может стать просто разрывной. Бакуга может пойти как спасать всемогущего и тем самым позволит Мидории полностью сконцентрироваться на сражении с Томурой, ну а также может и пойти на помощь самому Деку, поскольку сражаться с ВЗО скорее всего будет сложнее. Вот только это мы узнаем уже в следующий четверг, поэтому не пропустите выход 404 главы. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забывайте про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion ball. Take the charge. I'm taking what the fuck. Look at my passion ball.